Спасибо. Второй вопрос. По сообщению ТАСС от 9 декабря заместитель министра финансов Республики Корея Ким Сон Ук призвал КНДР вернуться к участию в расширенной Тубанганской инициативе. На сайте МИД России этот механизм межправительственного сотрудничества был упомянут в июле 2021 года. В частности, названы вопросы расширения порта Зарубина и развития соответствующей инфраструктуры. Этим портом и доступом к нему давно интересовались китайские компании и власти прилегающей провинции. Какая позиция у вашего ведомства сегодня по этим вопросам? Мы приветствуем развитие регионального торгово-экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Непосредственно вопросами деятельности расширенной Туманганской инициативы занимается ведомство экономического блока государства участия. В целом ответила, если по деталям, то к ним в первую очередь это Минэкономразвития. Спасибо большое. Спасибо вам. Идем дальше. С нами Лиана Далу. Да, здравствуйте, Мария Владимировна. У нас первый вопрос такой. Когда Турция решила купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400, мы слышали очень много предупреждений в ее адрес со стороны западных стран. Недавно появились медиа репорты о том, что Греция передает Украине комплексы С-300, и никаких предупреждений и комментариев со стороны Запада не было. Вы знаете, мы уже комментировали все. 19 декабря на сайте МИД был опубликован соответствующий комментарий. Мы считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского или советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Игнорируется мнение греческих граждан, 70% из которых, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием. Официальные Афины, которые, кстати говоря, знают, что такое и приграничные конфликты, и внутренние конфликты, и конфликты под международным, так сказать, урегулированием, и могли бы все-таки, исходя из собственного исторического опыта, разобраться в ситуации. Так вот, официальные Афины не беспокоят, что, направляя вооружение в зону боевых действий, они становятся прямым соучастником украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе проживающих там многочисленных этнических греков. Хотелось бы также напомнить, в числе прочего, речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческого межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России. Попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существующем ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО. Ну и, конечно, полное безразличие греческой стороны к международным ограничениям в сфере торговли оружием, не допускающим его экспорт в те регионы, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права, способствовать обострению конфликтов. Ну и не должно быть ни у кого сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена, как говорили наши военные неоднократно, и рассматривается в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно, можно, это как совет, отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности. Спасибо большое. Второй вопрос такой. Киев обвинил Россию в закупке новой партии беспилотников. Из 250 беспилотников Россия якобы купила у Ирана. Вот не могли бы вы прокомментировать претензии киевского руководства? Вы знаете, уже просто не будем это делать, потому что это бессмысленно. Все уже сказали на этот счет. Если они выдают по-прежнему желаемое за действительное, это их проблемы. Потому что это, такие инсинуации – это ложь и попытка распространить неподкрепленные достоверными фактами утверждения. Позиция на этот счет неоднократно доводилась в Совете Безопасности ООН, в том числе на заседании как раз 19 декабря. Оно было посвящено исполнению резолюции 2231 Совбеза ООН. Никаких поставок в нарушении упомянутой резолюции между Ираном и Россией не было. И мы призываем все другие страны столь же ответственно подходить к своим международным обязательствам. Спасибо большое. И последний вопрос. Не могли бы вы прокомментировать, считаете ли вы, что Франция причастна к теракту
против России в Центральной Африканской Республике? Вы знаете, 16 декабря, во-первых, мы много комментировали, дополнительно скажу, 16 декабря в Банге, как известно, было совершено покушение на генерального директора, действующей в Центральной Африканской Республике, российской компании «Русский дом», Дмитрий Сергеевич Сытый. Россиянин получил очень тяжелое ранение. В результате взрыва при вскрытии посылки, посылка была направлена на его имя. К счастью, непосредственной угрозы его жизни нет, но очевидно, что речь идет о спланированном террористическом акте. Целью акта было убийство, не просто акта, а это теракт, террористической преступной деятельности. Целью было убийство российского гражданина. Он уже ранее получал угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. Поэтому рассуждения о какой-то, там, знаете, о чем-то пропаганде и так далее не выдерживают никакой критики. Это просто кощунственно. По сведениям полиции ЦАР, посылка, в которой находилось взрывное устройство, была доставлена международной компанией экспресс-доставки грузов и документов DHL. В настоящее время компетентными органами африканской страны проводится расследование, в ходе которого был задержан ряд сотрудников местного отделения упомянутой компании. И до завершения мы официально должны исходить из необходимости основываться на фактах. Есть эксперты, есть военные эксперты, есть люди на месте, у них могут быть своя точка зрения. Мы следим за расследованием, как это делаем всегда. И мы решительно осуждаем любые террористические акты, где и кем бы такие гнусные злодеяния не совершались. Кстати, осудил ли Париж подобное злодеяние в отношении российского представителя? Не помню, не видела, можете им задать вопрос. Мы рассчитываем на тщательное расследование компетентными органами ЦАР всех обстоятельств этого преступления. Мы выражаем надежду, что его авторы понесут справедливое наказание, где бы они ни находились. И полагаем, что центральноафриканские власти вправе обратиться за содействием в расследовании этого теракта к соответствующим службам других государств, которые способны помочь прояснить ситуацию. И хотела бы отметить, что если бы в Центральноафриканской Республике зачастую усилиями стран Запада и прежде всего Франции искусственно не создавалась негативная, порой истеричная, информационная, токсичная атмосфера вокруг российских представителей, специалистов, которые, хотел бы еще раз напомнить и подчеркнуть, осуществляют свою деятельность в стране исключительно по приглашению официальных властей ЦАР, то таких инцидентов, возможно, удалось бы и избежать. Но это на будущее. В данном случае мы исходим из необходимости дождаться результатов расследования. Мы полагаем, что французским властям, усиленно раздувающим в последнее время антироссийскую кампанию в Африке и стремящимся всячески дискредитировать безосновательно дружескую помощь России своим африканским партнерам, надо чаще задумываться о последствиях своей порой безответственной деятельности, слов и действий. И еще раз, мы очень надеемся и ждем, что Париж выскажет слова сочувствия, сожаления и осуждения в связи с произошедшим терактом, коль скоро тема России в Африке их так интересует в последнее время. С нами ли Верелк? Мария Владимировна. Опять у меня вопросы тоже будут посвящены Лачинскому коридору. Уже 11-й день продолжается блокада. Республика в гуманитарном кризисе. Есть погибший в результате больной, который не смог получить лечение. Ощущается дефицит продуктов. И хочется понять, вот как в Москве видят решение этой проблемы, как мы видим, с помощью переговоров не удается добиться результата. Баку даже уже грузовики миротворцев не пропускают. Вчера видео было. Позиция уже была нами озвучена и на брифингах, и в ходе тематического заседания Совета Безопасности ООН, которое вот вчера произошло. Блокада Лачинского коридора должна быть прекращена. Необходимо также урегулировать разногласия по вопросу разработки рудных месторождений региона. Министерство обороны России и командование российского миротворческого контингента продолжают работать над деэскалацией обстановки. И благодаря их усилиям с 16 декабря возобновлена, как вы знаете, я надеюсь, что вы знаете, подача газа, восстановлено движение автотранспорта гуманитарного назначения, включая машины скорой помощи, и мы рассчитываем на разрешение ситуации в ближайшее время. Мы призываем стороны строго придерживаться взятых на себя обязательств в соответствии с заявлениями лидеров, которых вы знаете, не буду их все перечислять. Они предусматривают обеспечение связи Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор, находящийся под контролем российского миротворческого контингента. Вот с нами да? Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да. Сегодня про спикера парламента спрашивали, да, он просто выразил недовольство отсутствием адресной критики со стороны России действий Азербайджана. Вот как вы это прокомментируете?
Я уже ответила, что я должна посмотреть заявление нашего представителя Да. и дальше сделать соответствующие комментарии вам. И еще один такой вопрос, вот именно связан со словами Анны Евстигневны, заместителя представителя России в ООН. Она сказала, что согласовываются параметры посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Нагорном Карабахе. Тут встает вопрос, а почему для прекращения одного грубого нарушения трехстороннего заявления со стороны Баку нужно какое-то новое? Да? Потому что в трехстороннем заявлении таких пунктов о контроле или мониторинге. Ну, потому что так считают территорий... эксперты. Потому что так считают эксперты. И я ничего в добавление к мнению экспертов, которые хорошо знакомы с ситуацией, не скажу. Это не вопрос, знаете, политологический, это вопрос работы экспертов. Я возьму ваши вопросы и отвечу после прочтения, знакомления с теми абзацами, которые вызвали вот такую, ну, какую-то реакцию непонимания. Обязательно это сделаю. С нами ли телеканал 92 News Пакистан? Thank you, ma'am. I'm Shahid Gumal, correspondent 92 News, Pakistan. Добрый день, я представляю агентство 92 News Пакистана. У меня два вопроса. Первый вопрос. Глава ООН призывает правительство Талибана прекратить теоретическую деятельность, которая предоставляет угрозу Пакистана с афганской территории. С другой стороны, Пакистан недавно подвергся новой волны терроризма. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Афгано-пакистанской границы, а также о росте террористической активности движения талибов Пакистана. Мы надеемся, что все конфликтные вопросы будут решены мирным путем, а действующему афганскому правительству удастся обуздать деятельность террористической группировки в своей стране. Несомненно, критически важно придание Кабулам первостепенного значения соблюдения гарантий того, чтобы третьим странам не исходила угроз безопасности с афганской территории. Недавняя атака на посольство Пакистана, а также нападение на одну из столичных гостиниц в очередной раз указали на актуальность данной проблемы. Мы рассматриваем Исламабад в качестве одного из ключевых региональных игроков, способных оказать значительное влияние на происходящие в Афганистане процессы. Но не стоит забывать, что западники во главе с Вашингтоном, оказывая жесткое санкционное давление на Кабул, подрывают тем самым контртеррористический потенциал афганского правительства и способствуют дальнейшей деградации положения дел в сфере безопасности в этой стране и в регионе окружающем. В этих условиях особенно востребовано продолжение прагматичного партнерского взаимодействия соседних с Афганистаном стран в целях обеспечения равной неделимой безопасности на региональном и глобальном уровнях. My second question is, Второй вопрос. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари упомянул, что Пакистан ничего не получает, ни к чему не стремится со стороны России. Кажется, что это положит конец попыткам официальных пакистанских лиц покупать дешевую нефть в России. Если какая-то закулисная переговоры на прошлом брифинге мы уже вас информировали. Вопрос экспорта углеводородов из России обсуждался 30 ноября во время визита государственного министра нефти Пакистана в Москву, наряду с другими темами двустороннего энергетического сотрудничества. Что касается цены контракта, еще раз подчеркну, она будет определена по итогам коммерческих переговоров. Это не вопрос МИДа. Спасибо большое. Спасибо. Посольская жизнь с нами. Алло. Да, добрый день. Здравствуйте. Да, Мария Владимировна, добрый день, коллеги. Посольская жизнь, сетевое издание. Какие рекомендации вы можете дать зарубежным коллегам по выстраиванию взаимодействия с Россией для достижения позитивного взаимопонимания и согласия? Может быть, они неправильно понимают... Ну, это, мне кажется, тема тысячелетия. Давайте сузим нашу задачу, или, по крайней мере, сузим какие-то контуры. Наши коллеги по БРИКС, ШОС и ОДКБ, партнеры по АСЕАН, Африке, арабского мира, по нашему взаимодействию с арабским миром, традиционно выстраивают свои отношения с Россией на основе добрососедства и взаимного уважения. И все это имеет международно-правовую основу. Может и Западу пойти тем же путем? Увы, профессиональная деградация политических элит Евроатлантики – это визитная карточка и примета нашего времени.
Мы видим разрыв, и он усиливается между образом действия, мышления, уровнем подготовки, свойственным лидерам западных стран времен Холодной войны и стилем поведения нового поколения западных политиков. Настоящая дипломатия, об этом хочется напомнить, это не зачитывание с выражением одних и тех же тезисов в ходе заседаний международных организаций или публично, пусть и с вариациями. Это не односложные лозунги в социальных сетях с какими-то вариациями хэштегов. Дипломатия настоящая – это искусство понимать национальные интересы и при этом озабоченность, исторические и культурные корни своих партнеров. Это искусство диалога и поиска баланса интересов. Россия, в отличие от Запада нынешнего, открыта к честному диалогу и всегда выступает за политические методы решения спорных ситуаций. Ну, собственно, и совет я дала. Да, приходите к нам еще. Вы, по-моему, у нас первый раз или... Да, первый раз. Ну вот, будем взаимодействовать. С нами ли Медиа-альянс русских сообществ? Да, добрый день, Мария Владимировна, Валерий Лебедев. В последнее время резко увеличилось количество нарушений прав человека в отношении соотечественников за рубежом. Обострились и формы русофобии в отношении соотечественников. Можно ли противодействовать этому? Фиксируются ли данные факты МИДов? Можно, и мы это делаем. И факты собираем, и с адвокатами работаем, и соотечественников поддерживаем. Спасибо вам огромное. Обязательно будем уделять этой теме повышенное внимание не только в информационном плане, но и в нашей практической деятельности. Всего вам хорошего. Желаю благополучия и так или иначе начало подготовки к празднику, Новому году, Рождеству, время надежд и при этом время испытаний. Спасибо.